Вчера мы начали писать с девушкой, которая попросила меня провести для нее занятия в Гурзуфе, на Ленинградке. Мы писали мотив довольно сложный, на смелость, перспективы улицы, уходящие вверх. И люди шли навстречу. Очень интересно работать со стафажем, когда от них, от людей, тени идут на асфальт. И важно передать свет на асфальте, очень точно поймать тональные соотношения самых ярких частей, самых темных, связать все это воедино и еще писать дизайнерски, писать ново, свежо, не по-чертежному, не протокольно. Мне это очень нравится, и когда отношения пойманы, когда главная линия выстроена, за счет того, что мы берем всего там 5-6 масс, 5-6 больших масс, вот их надо поймать, чтобы они работали, они не попадали друг в друга. Тогда все потихонечку выстраивается, и можно по ходу работы определить, где ты надавливаешь на детали, где ты усиливаешь деталировку. Я в конце ролика фрагментарно покажу, что получилось на Ленинградке в Гурзуфе, какой получился мотив. Капля воздуха. Вячеслав, вы сказали, что можно высылать свои работы в Telegram на обозрение вам, ну и нашей команде. Команде в основном. У меня времени и сил не хватает все обсуждать и смотреть, но очень много людей, которые включаются в обсуждение и всегда дадут дельные советы. Так что выкладывайте. Это общение художников, оно очень важное. Ссылка на группу в Telegram в каждом видео, под каждым видео. Не перепутайте, но даже если перепутаете, не страшно. Там две ссылки. Ссылка на мой канал, где я выкладываю свои работы и видео, и ссылка на группу, где вы выкладываете и обсуждаете. Виктор, какими цветами красок пользуетесь? Еще раз выложу состав красок, которыми работаю, в Telegram. Заходите туда, подписывайтесь на канал и в группу, будет веселее жить. Дон Сантино, скажите, Слава, что делать, если садишься писать с полными силами и сильным желанием, а оно посередине работы уходит куда-то? Бросать кисточку и до следующего сеанса поломать ее к чертовой матери? Большое спасибо за ответы. Мастихина можно писать. Ну, шучу, конечно. Куда уходит? Уходит в сомнение, в то, что не получится, не получается, ничего не понимаю, плохо. У Левитана или у Серова хорошо, у меня плохо, не так. Ну, что для этого надо делать? Надо заниматься, методично заниматься. Вы хотите, например, стать красивым. Ходите в зал, здоровым, красивым, счастливым. Качаете мышцы. Ну, не получится у вас с первого года, месяца все это сразу красивым стать. Надо работать каждый день. Опять приведу пример с Рахманиновым. Он работал 5 часов в день, делая только упражнения. Гаммы играл, чтобы пальцы работали. Он говорил, кто не слышал, еще раз, извините, повторю. Он говорил, если я 5 часов в день не поиграю в упражнения, то я замечаю. Если не поиграют 2 дня, замечают друзья. Если не поиграют 3 дня, замечают зрители. То есть в зал он выходит, играет, и все, фиаско, провал. Вы представляете, какой это труд ежедневный, чтобы быть в форме. Поэтому нацеливаю вас на работу. Сомнения отбросьте, нужно просто трудиться. Ну, на классы приезжайте, в конце концов, если есть возможность. В школу мою заходите. Я же для ее сделал для вас. Сейчас там скидка по рисунку, кстати, 20%. На все рисовальные 3 урока. Задания сложные, фигура, но надо справиться. Тогда мы сможем все нарисовать, если с фигуру осилим. Главное, что пятно этого тона и вот этого неба, ну, близки. Но все-таки мне представляется, да, что это чуть темнее. Но главное, что мы работаем пятном, мы держим это пятно. Там какие-то проскоки получаются, но мы
Да, вот мы это пятно для нас всегда важный момент. О. Прищуриваемся и смотрим просто конфигурацию какого-то пятна, которое это занимает вот это в тоне зеленая штука. Взорвать все, что не взорвано. Кстати, ощущение очень классно. Полное. Руки развязаны. В общем, ощущение, да, понимаете? Вчера сестра Шелечка, которая еще 27 лет, у нее какая-то есть способность рисовать, но она олимпиаде спортивной, которую девушка рассказывала, на заказ написала. Да, групповой такой, да. И там еще такая брюнетка, парочка брюнеток, там ресницы. В отношении к горам. Ну, вот хочется уплотнение немного взять. И с теплотой, видите, немного. Да? О, такая. Вот. Важно, чтобы этот тон не попадал никуда. Более. Не попадал там ни в скалы, ни в туда. Да? Ну, тогда это будет очень интересно. Цвет, то это, наверное, будет примерно как вот это. Может быть, но в цвете разница есть. Значит, мы все равно выигрываем. Это вот тени вот эти, это от людей, которые были. Я сразу беру, они одинаковые. Вот. Конфигурация всего этого пятна должна быть интересна нам с вами. Вот люди, допустим, здесь будут, здесь. Тут еще. Чтобы между ними было разное расстояние. Да? Уже интересное решение какое-то возникает. Еще ничего непонятно происходит. Я довольно-таки произвольно, условно все это понятно, да? То есть я не протоколирую. Условно, то есть мне как бы часть пейзажа, чтобы они не привлекали к себе вот вырисованностью такой, детальностью. Стараемся быстро ухватить суть. Там ноги в тени. Ну да, вот они везде там, да. Опа. Где-то далеко. А дальше уже довольно-таки условно. Чем дальше, тем условнее.